Всем привет, с вами Иван Чупис, и я хочу немножко углубиться еще в тему великой перезагрузки. В своем прошлом видео я коснулся ее довольно поверхностно, как многие из вас заметили, да, но у меня и не было задачи копать глубоко. Задача была рассказать тем, кто вообще не в курсе того, что происходит, как это будет проявляться, выглядеть в нашей реальности. То есть тогда я отвечал на вопрос «как?», да, но сейчас давайте углубимся и зададимся вопросом, а зачем вообще это все? На самом деле, те, кто немного негативно или агрессивно даже относится к этой теме, на самом деле просто, на мой взгляд, не до конца понимают, зачем это нужно. Поэтому давайте вместе с вами в это углубимся. И такой спойлер, да, это все довольно очевидно и логично. Чтобы увидеть это более явно, давайте представим, что мы с вами подходим к очень навороченному микроскопу, заглядываем туда и видим живую клеточку. Да? То есть мы видим ее ядро, мы видим оболочку, какие-то еще элементики. И все они вместе, работая сообща, составляют вот одно целое. А теперь давайте немножко открутим микроскоп и отдалимся. И тут мы обнаружим, что, оказывается, клетка-то не одна, она живет не сама по себе, а клеток много. И они все связаны, да? То есть они являются, опять же, единым целым, то есть представляя собой ткань. Отдаляясь дальше, мы можем увидеть, что это, например, ткань какого-то органа, например, сердце. И несмотря на всю сложную устроенность вот этого органа, да, то есть каждая клеточка является частичкой вот этого целого, единого целого. Да, но, как мы с вами понимаем, и орган тоже существует не сам по себе. Отдаляясь еще дальше, мы увидим, что он является лишь одним элементиком сложной, но все еще единой системы. Тут я ничего такого сверхъестественного не открыл, это известно каждому школьнику, каждому адекватному человеку. Да, но почему-то мало кто отдаляется дальше. Да, многим кажется, что каждый человек сам по себе, и никак мы друг с другом не связаны. Но для таких людей, да, можете поставить эксперимент. Оставьте все блага цивилизации и пойдите в лес, попробуйте там без всего, без одежды, инструментов повыживать. Посмотрим, как вы справитесь сами по себе. Да, то есть довольно очевидно, что и человек, как одна единица, да, является всего лишь одной клеточкой чего-то гораздо более сложного, но единого. Да, и чего единого, на самом деле тут понятно, эта система называется социум, да, или можно назвать ее цивилизацией, как вам больше нравится. То есть так же, как и рой пчел или там популяция термитов или муравьев, они хоть и не соединены физически, да, между собой, но они представляют собой сверхорганизм, да, то есть суперорганизм, коим, собственно, является и наша цивилизация. То есть и этому организму без разницы, что большая часть клеток вообще этого не сознает. Главное, чтобы все это работало. А теперь давайте еще дальше отдалимся и подумаем, окей, наша цивилизация как единый организм, логично представить, что она является тоже также всего лишь одной частичкой какого-то еще более сложной, еще более объемной, но единой системы. И зададимся вопросом, а какой системы? И тут довольно очевидно, опять же, всплывает вариант, это биосфера. То есть наш советский ученый очень подробно и детально описал, что такое биосфера. Ссылочку на один из его трудов я оставлю внизу, очень советую почитать. Но если в двух словах, то биосфера – это система всего живого на нашей Земле. И вот в этой большущей системе, в этом огромном организме, да, человечество занимает лишь определенную роль, то есть являясь своеобразным таким органом. Так к чему это я все рассказываю? Мы же вроде как про перезагрузку, да, собрались поговорить. Так вот, представьте, что в каком-то организме один из органов внезапно начал забирать на себя все больше и больше ресурсов. Что, собственно, сейчас происходит, да? То есть уже есть статистики, все в открытом доступе, что за последние 50 лет человечество начало добывать ресурсов аж в 3 раза больше. Масштаб заценили, да, всего лишь 50 лет, сколько это в истории планеты. И настолько большой экспоненциальный рост, да, потребления. Естественно, как в любом нормальном организме, если такое происходит, то либо организм умирает, либо он быстренько что-то делает с этим органом и приводит все в баланс, да, то есть в гомеостаз. Собственно, для этого и нужна великая перезагрузка, именно, вернее, поэтому она сейчас и происходит.
Да, ведь представьте, если нам всем вдруг скажут: ребята, дело труба, давайте все вместе потреблять в 3 раза меньше ресурсов, чтобы вернуться в этот баланс. Естественно, что сделают люди? Да пошлют все. Они просто все мы скажем, что мы привыкли к нашему уровню комфорта, и когда это еще беда там наступит, да, то есть мы все-таки эгоисты, как ни крути, и каждый будет продолжать топить и потреблять. Поэтому здесь нужна очень жесткая, очень быстрая такая реструктуризация, да, и эту роль как раз выполняет вот эта перезагрузка. При этом кто-то говорил, что это очень негуманно, цифровой концлагерь, да, но это необходимо для выживания как минимум нас, да, но и в целом для выживания всей биосферы. И если не так, то никак. Как сказал мой приятель, пусть они лучше сидят и покупают нарисованные кроссовки, чем потребляют реальные ресурсы, да, то есть в этом есть определенное зерно смысла. Кто-то может сказать, что вот все это фигня, да, и все это планы вот этих глобалистов, да, но давайте все равно держать в голове, что самые большие вот эти шишки, они всего лишь являются маленькими элементиками какого-то большого дерева, который, в свою очередь, является элементами еще большего, да, леса, так скажем, да, то есть, да, они как-то влияют, но в то же время они как бы выполняют приказы надсистем, да, и все это закономерно. То есть это, по сути, эволюция нашего социума, эволюция биосферы в целом. А эволюция – это стандартный природный процесс постоянных изменений. И если от него открещиваться, если на него негативить и просто не принимать в свою жизнь, да, то система просто вас отбросит, потому что вы не будете являться частью вот этого единого организма. Поэтому абсолютно нет смысла как-то негативить, нервничать по этому поводу, агрессировать, да, то есть отрицать это. Это точно никак вам не поможет. Вот. А что же делать? Собственно, меняться, да, вместе с изменениями вот этого нашего социума. Вот это правило, да, знаменитое «меняйся или умри» сегодня у нас становится актуальным как никогда вообще за всю историю человечества. При этом меняться нужно не просто так, абы как, да, то есть, а меняться в соответствии с изменяющимися условиями, так скажем. А что здесь делать? Здесь нужно задаться вопросом, а какой полезной клеточкой вот этого огромного организма я могу выступить, да, то есть не быть вот этим жировым накоплением, да, которое можно сжечь в любую минуту, а быть действительно полезной ячейкой вот этого нашего общества. При этом я бы советовал мыслить не со стороны, как мне зарабатывать, как мне получше выживать, да, то есть, а мыслить со стороны, как я могу принести пользу, какими действиями, в каких сферах. И тогда, если вы начнете это делать, вот эта надсистема будет возвращать вам энергию. Это уже, собственно, довольно очевидная вещь, даже не хочется об этом особо говорить. При этом все тренды есть, да, то есть можно невооруженным глазом, всего лишь загуглив, увидеть, какие тренды развиваются и будут развиваться в будущем, да, и впрыгивать на этот поезд. Какие-то из этих трендов я описал в своем прошлом видео, если кто не видел, посмотрите обязательно. Все остальные можно легко загуглить, да, то есть и выбрать себе сферу, которая вам нравится действительно, в которой вы действительно можете принести пользу. Вот, и здесь я бы посоветовал держать в голове всегда несколько принципов. Во-первых, вам не обязательно заниматься тем же самым, чем вы занимаетесь сейчас. В наше время обучиться можно чему угодно вообще с нуля, при этом за довольно сжатые сроки, при этом даже практически бесплатно. Да? То есть есть компании, которые обучают с оплатой по трудоустройству, есть море бесплатной информации. Тем, кто хочет побыстрее, есть множество тренеров, программ, тренингов и всего прочего. Поэтому главное выбрать, чего вы вообще хотите. Скажем, видим один из трендов, да, здоровое питание. И видим, что действительно люди уже сейчас начинают платить больше за то, чтобы получать экологически чистые продукты более высокого качества. Если вам это близко, можете впрыгнуть туда, да, то есть взять, посмотреть, какие там ноу-хау есть. Это суперфуды, это там, не знаю, микрозелень и все такое. Кстати, вот микрозелень тоже один из вариантов, когда с нуля можно просто взять и начать заниматься, и при этом нести пользу людям, при этом неплохо так зарабатывать. Опять же, в YouTube полно примеров, полно инструкций,
о том, как это все делает, да, то есть есть вот «Зеленый шеф», за которым я наблюдал какое-то время, шикарный мэн, отличный пример, у него же есть и обучающие курсы, да, он учит еще и как зарабатывать на этом. Опять же, если вам эта тема близка, если вам близок дизайн, то мы видим тренд развивающий, это метавселенной, да, то есть там у нас все будет в 3D, все уйдут в 3D мир, ну не все, а большая часть людей. Да, и, соответственно, здесь нужно вместо того, чтобы искать заказы на какие-то постеры, обложки и прочие штуки, стоит просто посмотреть в сторону 3D-дизайна, обучиться, если вы не умеете, и впрыгивать в эту тему, да, потому что людям скоро нужно будет отрисовывать их аватары, осуществлять их идеи, да, то есть реализовывать 3D-модели разных одежд, кроссовок, да, как я говорил, и миров целых. Вот, поэтому уж 3D-художники без работы точно не останутся. При этом, опять же, не обязательно прям глубоко погружаться в тему и разбираться в ней очень круто, да, то есть вы можете вместо этого просто собрать команду из тех, кто уже разбирается, объединить точки, да, все в одну какую-то систему, родить свой проектик, да, всем вместе. И это тоже, если это в тренде, если вы будете приносить пользу, если людям будет нравиться, то вы будете получать все блага, которые вам только нужны. Если же вы не знаете, в какую сторону податься и не понимаете, к чему у вас лежит душа, у себя в Телеграме недавно я запостил 2 поста на эту тему, да, то есть это про встречу с чудом и встречу с античудом. Прочитайте, проанализируйте, и, возможно, вы увидите, да, куда вам стоит податься. Второй очень важный принцип, да, то есть, вот опять же, меняйся или умри. Меняться здесь я вижу более логично и эффективно меняться как личность, расти как личность, да, потому что если вы постоянно становитесь лучше, совершеннее, если вы видите свои какие-то недостатки и их прорабатываете, становясь постепенно хотя бы на 1% все лучше, 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 да, тогда уже не имеет значения, чем вы будете заниматься. Чем бы вы ни занимались, вам обеспечено светлое будущее, успех и все, что вы хотите, если вы будете делать это по-настоящему и постоянно совершенствоваться. Именно это является точка приложения рычага, да, то есть куда, затрачивая небольшое количество усилий, мы получаем гораздо больший результат. Потому что искать конкретно что и как делать, это, конечно, хорошо, но лучше доходить до этого самому и находить свои уникальные пути, свои уникальные стили. Поэтому не нужно бояться этой перезагрузки, я бы советовал ей радоваться, да, то есть это время новых возможностей, время кардинально изменить свою жизнь, потому что сейчас идет реструктуризация, законы прошлого нашего мира перестают потихоньку действовать, да, то есть нужно соответствовать ценностям нового мира, и тогда у вас все будет отлично. Вот, надеюсь, я как-то немного разрядил обстановочку. Вот, может быть, кого-то немножко подуспокоил, кого-то, может быть, даже вдохновил. Очень надеюсь на этом. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии, излагать свои мысли, свое видение. Не стесняйтесь ставить лайки, подписываться, делиться, ну и все в таком духе. Вот, увидимся с вами в следующих видео, где я расскажу о своем взгляде на то, как трансформируется система образования. Да, то есть она сейчас тоже вместе со всей системой должна тоже трансформироваться и стать гораздо более эффективной. Вот, у меня есть свои определенные наработки, но поделюсь ими с вами в следующих видео. А пока пожелаю вам успехов и удачи в адаптации к новому миру.